В самой Одессе, как заявил мэр города Труханов, была адская ночь. Он назвал новый российский удар по военным и промышленным объектам в городе мощнейшим с начала полноценного конфликта. Но это еще не все. Удары возмездия по киевскому режиму, вероятно, продолжатся. Слышно, слышно. Удары по Одессе вторую ночь подряд. Что тебе об этом известно? Да. Там, сука, пожар где-то. Сука. Что это? Zwei Gründe gibt, warum. Две причины, почему по Одессе наносятся удары. Первая – это акция возмездия русских за атаку украинцев на Крымский мост, который также называют Керченским. Auf die Krimbrücke, auch genannt Kerchbrücke. Ну и вторая причина – зерновая сделка, которую русские аннулировали. Именно поэтому инфраструктура порта в Одессе сейчас и уничтожается. Это предельно четкий сигнал из Москвы, что продолжить зерновую сделку не получится, если Кремль не даст на это зеленый свет. Целями же авиаударов русских стали топливные хранилища, инфраструктура порта и помещения, где производились и хранились катера «Камикадзе». Ну и нужно добавить, что здесь, в Москве, исходит из того, что Крым не будет в полной безопасности до тех пор, пока Одесса и Николаев находятся под контролем Украины. И, похоже, в Москве не желают отказываться от идеи взять Одессу и Николаев под свой контроль, чтобы отрезать Украину от Черного моря. Meer abzuschneiden. Похоже, что цену за атаку на Крымский мост пришлось заплатить Одессе, это ясно. Sur le pont de Kerch, c'est clair, non? Oui, et il est clair que ce sont bien des missiles qui s'abattent. Да, это очевидно. На город вчера обрушились ракеты. Вы видите взрыв, и он очень яркий. Vidéo qui nous montre que... На видео из других источников видно, что здесь, по всей видимости, находится военный объект, где хранилось топливо, которое загорелось из-за взрыва. Украинцы это без сомнений подтверждают. И это наверняка та месть, о которой вы говорили. Вот что произошло в жилых районах. У нас есть изображение. Здесь житель показывает осколки ракет. Это свидетельство удара, которое они опубликовали в социальных сетях. Они говорят, что это самая сильная атака на город с начала войны. В Одессе явно происходит что-то новое. Одесса, как я вам показываю, находится здесь. По словам украинцев, удары затронули портовую инфраструктуру. Portuaire sans avoir... Вот еще больше подробностей. Одесса также расплачивается за свою близость к морской базе в Севастополе. Mais pourquoi les Russes se concentrent-ils sur cette... Почему русские сосредоточили свое внимание именно на этом городе, который исторически важен для России? C'est seulement une vengeance de la part de Poutine ou il y a... Это исключительно возмездие Путина или есть другие стратегические причины? Pour la Crimée, d'ailleurs, de manière quasiment concomitante. С точки зрения русских, Одесса – это угроза номер один для Крыма. Кроме того, что произошло этой ночью, вы видите, как работает противовоздушная оборона Севастополя. Практически одновременно с этим вот здесь была атакована военная база, по всей видимости, с помощью дронов. Если посмотреть на карты, опубликованные в русских средствах массовой информации, вот это схема атак морских беспилотников на Крым. La Crimée, ils les font partir tous d'Odessa, pour regarder. Они все отправляются из Одессы. Одесса – это военный объект. Хранилища готовились для террористических атак при помощи беспилотных катеров. Это то, что русские сказали о хранилищах топлива. Похоже, что они рассматривают Одессу как подходящее место для производства и хранения военной техники. Вы видите порт, и здесь много складских помещений, которые для этого подходят. Но если посмотреть на Одессу, вот сюда, сюда и сюда, Tous ces, si vous zoomez, c'est les silos à grains. вы видите хранилище для зерна. Одесса – это главный порт для экспорта украинской пшеницы. И вчера русские обратили на него внимание и нанесли удар, чтобы гарантировать себе безопасность. Garantie de sécurité russe.